Индии желательно всегда четко знать, чего ты хочешь. Я первый раз взял мопед в Индии, я могу на нем ехать. Вот именно об этом я сейчас собиралась рассказать. Теперь он у меня не заводится. И, конечно, труба. Excuse me. Да, сегодня я заслужила звание «Я паркуюсь как мудак», но мы неделю ездили по Индии, искали прекрасное место для съемок, и в итоге вот я снимаю в последний день прямо перед отелем. Bajaj Avenger можно назвать одним из символов Новой Индии. И вот почему. Это компания, которой принадлежит 49% КТМ. Еще 10 лет назад принадлежало только 10%. Более того, Bajaj Auto уже имеет официальное представительство в России, и они уже активно продают свои маленькие машинки. Кроме климатической разницы, Индия с Россией вообще во многом похожи. И тяжестью эксплуатации, и с совершенно катастрофическими дорогами. Мы скоро будем слышать название этой марки гораздо чаще. И многие удивляются, как же так? Они выходят на российский рынок с таким странным названием Bajaj. Что это? Это фамилия того старшего Баджаджа, который основал эту компанию, в которую входит не только авто, которая делает здесь и вентиляторы, и занимается инвестициями, и финансами, и чем только не занимается, и которая в 2012 году была по-моему, в мире по объему производства мотоциклов. В плане трициклов в мире лидирует Индия. Именно компания Bajaj в данный момент является топ-мировым производителем. Иными словами, не исключено, что мы увидим ситуацию, похожую на ситуацию с Ягуаром. Пока мы иронизируем над названием Bajaj, смеемся над индийским мото- и автостроением, корпорации семьи Баджаджей уверенно экспансируют другие рынки, включая и российский, и вообще мировой. Также у них была коллаборация с Kawasaki, результатом которой и стал вот этот обновленный Avenger, сделанный на базе Kawasaki Eliminator. Нечто среднее между дорожным мотоциклом и чоппером. У них, кстати, есть версия именно круизера, есть версия классика и есть вот просто Bajaj 200 с масляным охлаждением, которые мы здесь и смотрим. Мотор у него от Bajaj Pulsar NS 200, NS 200 NS, такой Bajaj Pulsar, я не знаю, но потом поставлю сюда врезку с ним. 17 британских лошадей. Один цилиндр, объемом в стаканчик. Ничего не могу сказать про его скорость. Спидометр размечен до 160, но он не работает. Соточку, наверное, набирает. По органам управления вообще никаких особо претензий. Обычный орган управления, все на своих местах, на привычных, где обычно. Единственная педаль тормоза очень кривая и под сложным углом сделана. Это наверняка регулируется. И, во-вторых, если очень хочется затормозить, довольно быстро приучаешься ее нажимать и в ее странном виде. По поводу тормозов. Передний тормоз у него тормозит просто как надо, за всю хурму. И это может даже быть с некоторой подлянкой, если это происходит в самом начале езды на Авенджере, и нет еще привычки к его дурацкому вот этому заднему тормозу, который такой нормальный тошнотный тормоз. Но, опять же, хорошо это или плохо, это вопрос привычки. Есть такой известный холивор, каким тормозом тормозить, передним или задним. Я просто торможу обоими. И вот в данном случае передним нужно пользоваться особенно осторожно. Задним перетормозить у меня пока не получалось, хотя, наверное, это тоже возможно. И по поводу амортизаторов, жопу у него, конечно, подбрасывает на полицейских. Но с преодолением каких-то относительно несерьезных индийских дорожных трудностей, даже каких-то там бугристых пляжей, съезда на пляж Богатор и всего прочего, он справляется. На газу выезжает из говна, как и любой нормальный мотоцикл. По объему и формату я могу его сравнить со своей бывшей Yamaha Virago 250. 25 лошадей. Кстати, существенную разницу это делает. На ней я спокойно передвигалась даже по Москве. Насчет Авенджера. Для Го его хватает. Я даже знаю людей, которые на нем путешествуют не только по Го, но и куда-то в Тибет и так далее. Но, в принципе, это такой неспешный, очень расслабленный круизерчик.
Наверное, вот для города побольше хотелось бы уже и движок побольше. И в местных затычных пробках, конечно, его бывает на нем тяжеловато, если еще пока не вникнешь вот в это дикое движение. Почему в Индию имеет смысл приезжать только на какой-то осмысленный срок от месяца и далее? Потому что неделя уходит на адаптацию не только к погоде, но и к вот этому жуткому индийскому трафику. Но он на самом деле не жуткий, он даже более безопасный по сравнению с московским, с той точки зрения, что здесь все происходит на очень маленьких скоростях. Но на этих не очень больших скоростях постоянно что-нибудь происходит, и что-то такое, какое-то броуновское движение вокруг. То есть, если в Москве опасность возникает где-то, скажем, раз в 15 минут, но это сразу летальная, тотальная опасность типа летящего на красный джипа, то здесь просто постоянно куча мелких, маленьких опасностей вдоль тебя летает. И самое ужасное, что к этому, конечно, адаптируешься. И вот сейчас прошла неделя, я уже начала ездить, с точки зрения наших правил, в полное нарушение каких-то правил. И через несколько дней нам уже обратно в Москву и привыкать к тому, что там так никто не делает, как принято делать здесь на дороге. Причем, если сначала в индийском трафике кажется, что нет вообще никакой логики, со временем понимаешь, что логика есть. То есть они подъезжают к перекрестку, индусы просто такие, переглядываются и как-то с помощью шанти решают, кто именно из них первым поедет через перекресток. Иногда они еще постоянно звуковыми сигналами себе в этом помогают. Свой неписанный свод правил имеется, и если в него вникнуть, все становится даже довольно логично. По поводу скоростей. Не очень странные передачи, на самом деле, когда сцепа разогревается, он начинает, например, постоянно проскакивать через вторую, с третьей, мимо второй на нейтраль. Это очень бывает неприятно, как хочешь просто понизиться, а внезапно оказываешься в нейтрале. Возможно, у него просто удроченная коробка, потому что это индийские мотоциклы, которые сдают в прокат. Так все-таки с передачами. Так, вот первая, да? Вторая через нейтраль. Третья. Четвертая. 5. Пока коробка холодная, найти нейтраль практически невозможно, но как бы шут с ними. Я так понимаю, что эти мотоциклы очень легко относятся к бросанию сцепления и всяким подобным издевательствам. Удроченная коробка легко относится. И вот еще один нюанс про сцепление. Лучше сюда брать какие-то перчи. Помимо этого, раз уж речь зашла о лайфхаках до Индии, прозрачные очки из любого строительного магазина для ночной езды. Кстати, еще один вопрос, который часто очень задают на форумах. В какой обуви ехать в Индию? Ответ такой: в той, которую вы здесь потом и оставите. Потому что обувь здесь, особенно после езды на мотоцикле, превращается в кусок индийской красной грязи. По управляемости очень он меня неприятно удивил. Это первый раз, когда я столкнулась с тем, что у меня мотоцикл в повороте едет не туда, куда надо, а навстречку и просто отказывается поворачивать. Но, опять же, я просто не умею, может быть, поворачивать. Скорее всего, дело и в этом в том числе. Про Индию и шлемы. Как в целом относятся к безопасности в Индии, вы, наверное, уже поняли. По поводу шлемов. Официально шлем нужно иметь, когда едешь по трассе, по большой трассе, по деревням. Можно ездить так, но, в принципе, менты, конечно, могут докопаться. Также сейчас они здесь докапываются до категории А. Причем они знают, что в русских правах это должна быть именно категория А, и смотрят, есть она или нет. Если нет, 500 рупий. То же самое, в принципе, со шлемом, но вообще это исключительно вопрос вашей личной безопасности. Закон Дарвина – это наше все. Вот именно об этом я сейчас собиралась рассказать. И теперь он у меня не заводится все-таки. Блин, Авик, только не подведи меня теперь. Прости, что я тебя так ёбнула. Ты уж заведись, пожалуйста. Бля, ему свечи не могло залить так быстро? Не могло? Да ладно. К вопросу о том, стоит ли ехать в Индию именно учиться ездить на мотоцикле. Я сделала специальную врезку, что это минутка занудства про управление мотоциклом. Особенно для тех, кто думает, что я первый раз взял мопед в Индии, я могу на нем ехать, я супер крут. Блять,
Понимаете, не стоит вопрос, будете вы падать или нет. Падать вы будете. Я бы сказала, что стоит взять 1-2 урока в России, причем лучше один летом, а один зимой сейчас на красачах. Зимой, вы понимаете, самое главное, что вы понимаете, как мотоцикл падает, и что это не так уж и страшно. На снегу это попробовать гораздо лучше, чем на асфальте и даже вот на гравии. А потом, да, ехать в Индию, осваивать здесь дорожное движение. Здесь можно просто за один день пройти все дикие дорожные ситуации, которые только можно себе представить, но в таком лайтовом мини-варианте. По конструкции Авенджера хочу что сказать. У него вылилось довольно много бензина на бак после этого падения, то есть крышечка у него совершенно не плотная. Насчет масла, ну так визуально масло не успело потечь. Но зато вот бензина порядком вытекло. Такая вот деталь. А так, ну вот как видите, на нем в принципе не царапинки, но я его и положила буквально на никакой скорости. Я просто заехала в ямку и тупанула. Ну нет, только не это. Еще он красивый. Просто красивый, ну как и его родственник Иллюминатор, как и все эти мотоциклики с вынесенной вперед вилкой и прочими признаками чоппера. Хромчик, труба, о которую я не преминула пришквариться несколько раз. В общем, это было скорее приятное знакомство. И сейчас посмотрим на КТМ. Для сравнения, два аппарата Duke КТМ. 1400, 1200. Надо сказать, сходу угадать вот так, кто из них 200, а кто 400. У них даже бензобаки похожие по объему с виду. Да ладно, настолько прям фигово рулится. Блин, что ж с ним? Ваня на нем прокатился, сказал, какой-то он всратый. Не, ну может он правда всратый? Ну там просто разница вот эта в 200 кубиков, она выразилась в том, что возле нашего дома я на Ванином на 5-й ехал, на своем на 2-й. Я пытаюсь понять, что в них выдает кубатуру. Что в них выдает кубатуру? Как ни крути, здесь уже нужна будет некоторая выпусуха. В прошлый раз я брала Yamaha FZ или что-то такое, какой-то мелкий 150. Примерно вот такого плана Yamaha я брала в прошлый раз. В нем можно было шнырять по пробке гораздо с большим комфортом, чем на Авике. Но для моего роста он был высоковат. И постоянно, когда мы парковались где-то за буераками или на гравии, ну, мне приходилось порядком попотеть, чтобы, скажем, вытащить задним ходом. Это уже из серии, то есть не едешь. Разумеется, нет никакого смысла сравнивать такие разные байки. Один классический Naked, другой дорожник с закосом под чоппер. Но, поставив их рядом, можно наглядно увидеть всю разницу этих двух типов мотоциклов. У КТМчика по-человечески сверху находится ключ. У Авенджера ключ находится вот здесь. Еще он может ставиться неправильной стороной. Это вообще гениально просто. У Дуката любая сторона правильная. Здесь такие вот мощные, серьезные дуги, которые делают его красивым почти как Дукати Монстр. Явно со спортивным наследием. В КТМ вообще все кричит о спорте. Они себя позиционируют в первую очередь как спортивная марка. Они едут Дакар 2080. Здесь тоже есть защитная рама, но совершенно другая, специфичная. Разница в амортизаторах видна невооруженным взглядом. Здесь задний тормоз тоже вполне нормальный, серьезный, а не вот это вот, что тут вообще у него сзади. И, конечно, труба. Я не знаю, зачем ему столько воздуха поглощать. По сравнению с ним Дюк просто скромняшечка. Вот, да, обязательно слова рейсинг везде. Он весь одним видом сплошной рейсинг. Ну вот у него нога находится по-человечески сзади. Вот нормальный тормоз под ногой, после которого на Авенджере тормоз вообще невозможно найти. Переключалки. Такой, в принципе. Для одиночных быстрых перемещений по Гоа, возможно, этот вариант был бы лучше. Для неспешного такого вот вялого шествия по Гоа, конечно, вот этот. А Авенджере к нам подходил, когда мы садились туда вдвоем, и совершенно невозмутимо
просил подвезти его куда-то там с соседнего города, и не смущало, что он поедет с третьим на байке. Тоже, это же Avengers, сюда опять индусов поместится. Он, кажется, даже обиделся, что мы с тобой не знал. Но остался вот неосмотренным у нас Энфилд еще. Компания родом из Вурчестера. Классический кусок железа. Британцы сделали таких два. Один называется Royal Enfield, другой называется Land Rover Defender. Оба не меняли свой дизайн последние лет 50, потому что они так прекрасны. И которые, конечно, любят не только за это, но и за неубиваемость. Это военно-полицейская техника. Но это абсолютно тяжелый, неповорачиваемый, брутальный кусок железа. Я попробовала в прокате старую версию Энфилда, поняла, что просто мне будет тяжеловато на нем. Если в 90-е их буквально спасли фанаты марки от разорения, то в 2015 году они опередили по мировым продажам Harley Davidson, на минуточку. Royal Enfield India при этом является отдельным самостоятельным подразделением Royal Enfield. Недавно они взяли нового президента, он раньше был президентом индийского Unilever, и они взяли нового дизайнера. Результат их творчества, может быть, мы будем тестировать в следующий раз. Может быть, он, конечно, не такой неповоротливый, как мне показалось сначала, но вот чисто по внешнему сравнению мне, конечно же, больше понравился Avenger, хотя я его даже не видела на момент, когда я его брала. Здесь ситуация с прокатами обстоит так. Лучше всего ехать сюда, заранее зная, какие марки хочешь брать. И вообще в Индии желательно всегда четко знать, чего ты хочешь. Индусы это найдут. В любом случае, скажем, мы приехали в прокат, где мы брали КТМ. Вот КТМ-ок там было две, одну мы взяли. Я сказала, как же так, хочу низенький чоппер. Типа вот лучше всего Avenger. Не вопрос, 15 минут, и приехал вот индус, отдал мне свой Avenger. Так это здесь работает. Два места есть, которые могу порекомендовать. Одно с той стороны Сиалима моста, другое с этой стороны. В обоих случаях ориентироваться стоит на баньян. На той стороне это Мандревский баньян, прямо под ним находится большой прокат мотоциклов. На этой стороне это вот этот вот Сиалимский баньян, от которого надо идти в правую сторону. Если задаваться вопросом, что именно брать в Индии, вообще не существует универсального совета. Вес, рост, личные предпочтения, навыки, будете вы ездить один или вдвоем, на какой поверхности вы лучше себя чувствуете. Очень индивидуально, сложно что-то советовать, но, безусловно, на Авенджере проще ездить с пассажиром, чем на дорожнике на КТМе. Ну, что же касается Авенджера, это просто один из самых распространенных, недорогих дорожных круизеров. На этом диванчике я себя чувствую просто как белый человек, но вот как только ты попадаешь в пробку, ты перестаешь себя чувствовать как белый человек и чувствуешь себя как заебанная индийская корова. Но, с другой стороны, на трассе это тоже своеобразный, конечно, кайф. В общем, на этом, пожалуй, все. Это был алкотест в Индии. Пока!